Как выиграть гибридную войну? Опыт собирания индонезийских земель. После объявления независимости в 1963 году Малайзия подверглась агрессии со стороны прокоммунистической Индонезии, которая без объявления войны решила оккупировать Восточную Малайзию. Это была первая необъявленная гибридная война в современной истории. Популистский коммунистический президент Индонезии Ахмед Сукарно установил в своей стране тоталитарный режим, который назвал «направляемая демократия». Сукарно очень любил СССР и всячески поддерживался Союзом. Он хотел создать монопольную власть по советской модели. Сукарно провозгласил лозунг «Собирание индонезийских земель» и поднял лозунг «Сокрушим Малайзию». Но войну Индонезия не объявила. Пропаганда объяснила, что война должна быть тайной, партизанской. В ряды добровольцев под воздействием пропаганды записался 21 миллион человек. И проблем с ополченцами, оружием и техникой не возникло. Индонезийская армия многократно превосходила в численности и в технике армию Малайзии и воевала без опознавательных знаков, представляя нападение своей армии на малайзийцев как ополченцев, повстанцев, которые воюют по своей инициативе против хунты. Правящая верхушка в Индонезии с помощью пропаганды, рассказывая о зверствах малайзийцев, вызвала взрыв националистических настроений в обществе, представляя необъявленную агрессию как намерение вернуть исконные индонезийские земли и называя Малайзию страной недоразумением, марионеткой Запада. Запад ввел санкции против Индонезии, но они были недостаточны, чтобы парализовать агрессора немедленно. Парламент Индонезии предоставил Сукарно, рейтинг которого приближался к 100%, уникальный статус – пожизненный президент. Это не шутки, это факты из реальной истории. Независимое государство Малайзия обратилось за помощью к Великобритании с просьбой защитить ее от необъявленной агрессии со стороны Индонезии. Британцы прежде всего предоставили инструкторов и советников, которые начали проводить реформы во всех отраслях развития государства, но прежде всего в армии. Небольшой контингент британской армии, ударной частью которого стал 22-й полк САС и другие спецподразделения, совместно с реформированной малайзийской армией использовали тактику скрытного патрулирования. Организация разветвленной разведывательной сети, диверсии и внезапные огневые налеты на части агрессора нанесли противнику большие потери. Агрессия в Восточной Малайзии была вначале остановлена, а затем оккупант понес более серьезные потери. После того, как груз-200 пошел в Индонезию тысячами, война стала очень быстро непопулярной. Правящий индонезийский режим боялся прекратить войну, чтобы не спровоцировать недовольство населения, которое поверило в острую необходимость присоединить к себе кусок джунглей и защитить права коренных племен от малайзийской хунты. В то время, как в Малайзии проходили быстрые реформы, Индонезию лихорадило. Перспектив для бизнеса не было. И несмотря на статус пожизненного президента, Сукарно стремительно терял доверие и поддержку. Спустя 3 года войны, не имея возможности победить, коррумпированный тоталитарный режим в Индонезии пал под давлением экономического кризиса и международных санкций. Верхушка индонезийских силовиков свергла Сукарно, чтобы восстановить отношения с Западом и снять санкции. Сукарно был обвинен в коррупции, в доведении нации до политического, экономического и даже морального кризиса. Его не отдали под суд, но до конца жизни он жил в полной изоляции от внешнего мира. Он умер спустя 4 года после окончания войны.
А война стала знаменитой, потому что Малайзия и Британия выиграли ее за счет сочетания политических, экономических, информационных и военных решений. Причем война велась не шаблонно. Целью боевых действий было не удержание территории, а полное уничтожение ударных подразделений противника, ликвидация тех лидеров боевиков, которые проявляли наибольшую активность. История войны в Восточной Малайзии преподается и изучается во всех западных военных академиях, как пример достижения победы с минимальными затратами и минимальными потерями, при полном сокрушении противника. Ключевую роль в войне сыграло гибкое интеллектуальное планирование, компетентное командование, грамотный анализ обстановки и совершенное применение спецподразделений, а также ударных армейских частей, которые обеспечивали действия спецназа. Когда в следующий раз покажется, что санкции и поддержка Запада не действуют, нужно вспомнить историю о собирателе земель индонезийских, его позорную тактику ведения войны, невероятный рейтинг и участь.